Не можете избавиться от лишнего веса или хотелось бы ускорить этот процесс? Вы обратились по адресу. Меня зовут Лейсан, и я на личном опыте расскажу вам о том, как низкоуглеводная и кето-диета помогли и помогают до сих пор мне худеть без изнурительных тренировок и чувства голода. Подписывайтесь на канал и будем худеть вместе. Принципы похудения, которые нам часто навязывают, сводятся к тому, что нужно меньше есть, больше двигаться, на что требуется большая сила воли, которая просто отсутствует у многих людей. По крайней мере, у меня отсутствует. Вам наверняка знакомы подсчет калорий, занятия спортом по несколько часов в день и попытки игнорировать голод. Эти страдания мне больше не нужны. В результате можно только потратить свое время и энергию, в итоге сорваться, возможно, набрать еще больше килограммов. Есть и другие эффективные способы похудения, как кетогенная диета, которая дает долгосрочный результат и не требует от нас жертв. На чем же основывается принцип похудения на низкоуглеводной диете? Калории не единственные, зачем нужно следить при похудении. Ваш вес также регулируется гормонально. Если вы снизите уровень гормона, запасающего жир, то есть инсулина, вам легче будет сбросить лишний вес. Хочу дать вам 12 советов, которые мне лично помогают похудеть. А какой способ самый эффективный для похудения, расскажу в конце видео. В первую очередь перейдите на низкоуглеводную диету. Не обязательно сразу переходить на кето-диету. Если вы хотите похудеть, попробуйте начать с того, чтобы отказаться от сахара и крахмала, например, хлеба, макарон и картофеля. Как я отказалась легко и быстро от сахара, рассказывала в предыдущем видео. Если интересно, ссылка в описании под этим видео. Это проверенный временем совет. На протяжении более 150 лет было разработано огромное количество диет для похудения, основанных на употреблении меньшего количества углеводов. На сегодняшний день, благодаря многочисленным научным исследованиям, была доказана эффективность низкоуглеводной диеты как способа похудения. Похудеть можно на любой диете, просто ешьте меньше калорий, чем тратите, верно? Вам всегда так говорили, наверное. Проблема такого подхода заключается в том, что он игнорирует чувство голода. Большинство людей не могут просто меньше есть, в результате люди либо отказываются от соблюдения диеты, либо нарушают ее. Раньше у меня было именно так. Главное преимущество низкоуглеводной диеты в том, что на ней вы сами захотите есть меньше. Даже не считая калорий, люди с избыточным весом, как правило, едят меньше на низкоуглеводной диете. Сахар и крахмал подпитывают голод, в то время как их ограничения позволяют контролировать аппетит. Вашему организму необходимы калории, но беспокоиться за их подсчет не нужно. Попробуйте, сами в этом убедитесь. Суть в том, что низкоуглеводная кетогенная диета может уменьшить чувство голода, и вы начнете есть меньше. Исследование за исследованием доказывает, что низкоуглеводная диета или безуглеводная диета для похудения показывает отличные результаты, а также помогает улучшить здоровье. Второй совет – ешьте в зависимости от чувства голода. Не оставайтесь голодными ни в коем случае. Самая распространенная ошибка, когда вы только начинаете низкоуглеводную диету для похудения, это сокращение потребления углеводов и потребление жиров в недостаточном количестве. Углеводы и жиры – два важнейших источника энергии для нашего организма. Чтобы нормально функционировать, ему нужен хотя бы один из них, то есть либо углеводы, либо жиры. Если мало углеводов и мало жиров, в итоге мы голодаем. Если вы отказываетесь от углеводов и не употребляете жиры, вас будет преследовать чувство голода постоянно, также депрессия, усталость, поэтому рано или поздно люди сдаются. Чтобы этого избежать, употребляйте достаточное количество натуральных жиров, которые дают чувство насыщения. К источникам натурального жира относятся масло сливочное, жирные сливки, оливковое масло, мясо, в том числе мясной жир. Сюда можно добавить жирная рыба, бекон, яйца, кокосовое масло, ну и так далее. Какие именно основные продукты мне помогают похудеть, я показывала, ссылка на ролик также в описании под этим видео. Ешьте достаточно, чтобы чувствовать себя сытым, особенно в начале процесса похудения на кетогенной диете. Следуя этому правилу, употребляемые в пищу жиры будут расходоваться в качестве основного источника энергии, так как гормон инсулин, участвующий в процессе отложения жиров, находится на низком уровне. Вы будете лучше и быстрее терять лишний вес, не голодая при этом.
Я ем, например, сливочное масло, это прекрасный источник витаминов. Также добавляю в еду в основном ненасыщенные жиры, это оливковое масло, авокадо, жирную рыбу. Это можно назвать средиземноморской низкоуглеводной диетой, которая тоже дает отличные результаты в процессе похудения. Но если вы не голодны, не переедайте. При переходе на кето-диету вы должны научиться доверять чувству голода и сытости. В первое время я ела столько раз в день, сколько считала нужным. Некоторые люди едят 3 раза в день и иногда перекусывают, а вот частые перекусы могут свидетельствовать о том, что вы употребляете недостаточное количество белка или жира. Если ваша цель похудеть на кетогенной диете, от частых перекусов необходимо отказаться, хотя бы через 2 недели. Я, например, сейчас ем только 2 раза в день без перекусов, и при этом я и не хочу есть. Питайтесь натуральными продуктами. На кето-диете голод и желание есть сильно уменьшаются, особенно если у вас есть лишний вес, который можно сжигать для получения энергии. Ваше тело сжигает собственные жировые запасы, снижая потребности в еде. Некоторые люди опасаются, что потеряют контроль, если не будут есть каждые 3 часа. Это беспокойство о соблюдении распорядка приема пищи вызывает привычку часто перекусывать. Перекус необходим для того, чтобы контролировать голод и тягу к сладкому, которые возникают во время диеты с высоким содержанием сахара и крахмальных углеводов. Но он обычно не требуется на кето-диете. Чувство голода возвращается медленно, поэтому можно успеть приготовить еду. В общем, чтобы стабильно терять вес, ешьте только тогда, когда вы голодны. Забудьте о часах и прислушивайтесь к своему телу. Правильно отмечайте свой прогресс, будьте настойчивым. Избегайте фруктов. Это, кстати, очень важный момент, потому что многие думают, что фрукты диетические и на кето-диете их можно есть. Но, к сожалению, это не так, потому что сахар из фруктов может остановить жиросжигание, то есть нельзя их есть на кето-диете. Употребление большого количества фруктов пробуждает голод и замедляет потерю веса. Чтобы быстрее похудеть на кето-диете, нам нужно отказаться от употребления фруктов или наслаждаться ими, лишь время от времени употребляя их в качестве десерта. Избегайте пива, лучше вообще избегать алкоголя любого. Меньше стресса, больше сна. Хронический стресс и недостаточный сон повышают уровень гормонов стресса в организме, таких как кортизол. Это может вызвать голод и может привести к увеличению веса. Если вы хотите похудеть, вам необходимо задуматься над тем, как избавиться от стресса в повседневной жизни. Возможно, потребуется внести существенные изменения в образ жизни, но это может повлиять на уровень гормонов стресса и, возможно, на наш вес. Я в прямом смысле приложу все усилия, чтобы обеспечить свой организм качественным сном на ежедневной основе. Хотя я сова, но ложусь спать как можно раньше. Стараюсь, по крайней мере. Ложитесь спать вовремя, чтобы просыпаться бодрыми по собственному желанию, а не по звонку будильника. С другой стороны, проблемы со сном идут рука об руку с сахарной зависимостью. Недосып нарушает самодисциплину и может спровоцировать нас поддаться искушению. Точно так же добровольное ограничение сна ослабляет нашу силу воли. Ешьте меньше молочных продуктов и орехов. Например, йогурт, нежирные сливки, нежирный сыр, орехи. Молочная продукция содержит лактозу, это молочный сахар, в разном количестве, что потенциально замедляет потерю веса. И сокращение молочных продуктов может помочь ускорить потерю веса. Это касается в основном молока и йогуртов, так как они не содержат жиры или их содержание минимально. Про сливочное масло еще хочу сказать. Оно представляет собой практически чистый жир, мы об этом уже говорили. Его можно употреблять по желанию на низкоуглеводной диете, но следите за количеством, если ваша цель все-таки потеря веса. Если мы будем есть слишком много жиров, вместо жировых запасов тела организм будет использовать в качестве источника энергии жир из продуктов питания. А вот в орехах содержится достаточно большое количество углеводов. Чрезмерное употребление ведет к нарушению низкоуглеводной диеты. Например, в кешью содержится около 20% углеводов от общего веса. Для тех, кто соблюдает строгую кето-диету с ограничением в 20 граммов углеводов в день, это означает, что потребление 100 граммов кешью заполняет суточную норму по углеводам. Арахис содержит около 10-15% углеводов от общего веса и является не самым лучшим выбором для низкоуглеводной диеты. Но все же я арахисовую пасту иногда ем. Подходящие для кето-диеты являются орехи макадамия, около 5% углеводов там, или бразильские орехи, где углеводов на 100 грамм идет всего 4%. Добавьте витамины и минералы в рацион.
Я, например, пью калий, магний, витамин D и йод. Используйте интервальные голодания. Интервальное голодание – один из самых эффективных способов борьбы с лишним весом. Это как раз тот самый лучший способ. Практика особенно эффективна, если у вас плохо уходит вес на кето-диете, несмотря на то, что делаете все правильно или просто для того, чтобы ускорить потерю веса. Рекомендуемая схема интервального голодания для похудения 16/8. Это самый популярный и несложный вариант голодания в течение 16 часов, включая сон. Например, утром можно пить чашку кофе или чая и первый прием пищи в обед. Голодание с 8 вечера, например, до 12 часов следующего дня как раз составляет 16 часов. Другой вариант пропустить ужин – это позавтракать и пообедать, например, с 8 утра до 16 часов вечера. И потом снова не есть до 8 утра следующего дня. То есть кому как удобно. У меня, например, первый прием пищи в 12 часов дня и второй – это с 18:00 вечера. Также есть много других версий периодического голодания, но метод 16/8 мне больше всего нравится. Он эффективен и не требует подсчета калорий. Вы можете прибегать к голоданию 16/8 так часто, как хотите. Например, 2 раза в неделю можно, только в будние дни или каждый день. Чем чаще вы это делаете, тем эффективнее периодическое голодание помогает похудеть. На самом деле у меня на кето-диете непроизвольно получился такой режим питания, так как аппетит снизился и больше есть не хочется. Вот такие правила и советы. Напишите в комментариях, что помогает лично вам похудеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. И до скорой встречи. Пока!